Привет, друзья! Меня зовут Максим Ярушкин, вы на канале Pop Music, и сегодня я расскажу про свою гитару. Это Furch, и эта гитара не просто, которую мне дали для обзора, это действительно моя гитара, которой я пользуюсь, поэтому мне есть что о ней рассказать. Я надеюсь, ролик будет не сильно длинный, потому что очень много что хотел бы рассказать. Постараюсь покороче, а главное продемонстрировать звук. Сразу скажу, я играю фингерстайл, и часто этот фингерстайл переходит все границы дозволенного и становится перкуссионным. Это что-то в духе... Поэтому для этих дел эта гитара 100% подходит идеально. Сейчас расскажу почему и для чего еще можно применять. Во-первых, давайте начнем с дерева. У Furch, это, кстати, фирма Furch, чешская, сделана в Европе, все дела, так что за качество не переживайте. У них есть несколько серий гитар. Они обозначаются цветом. И это гитара из серии, которая обозначается цветом Indigo. И в каждой серии, чтобы вы не запутались, там куча гитар в каждой серии, есть, называется Master Choice, то есть выбор, который вот просто бери и играй. Так вот, эта гитара как раз Master Choice, модель, которую ты берешь и играешь. Верх у нее сделан из кедра, массив. У фурхов все массив сверху всегда. Так вот, здесь сверху опять же массив кедра, но бока и зад здесь не из массива. Но, еще одно но. Зад здесь сделан, вот он немножко выпуклый, такой имеет форму, как, знаете, джазовые банки. Арктопы, то только здесь не топ, а арк-бэк. И если внутрь посмотреть, то нету этих рейчек, нету пружин на нижней деке, она просто вот вся целиком вот так вот. Я думаю, что именно за счет этого я не чувствую, что типа, ой, но это она не полностью из массива, и она не должна звучать. Нет, за счет вот этого прогиба, видимо, она и звучит так классно, что она нравится мне больше, чем некоторые, честно говоря, гитары, которые полностью из массива сделаны. Так, про деревяшку сказал, не пугайтесь то, что она не полностью из массива, звучит как надо. Теперь расскажу про форму. Это форма Grand Auditorium, то есть это что-то среднее между OM, как у Томи Эммануэля, да, такая небольшая гитара, и стандартным классическим дредноутом. Большая гитара, знаете, такой вестерн. Вот, это что-то среднее. Она чуть больше, чем OM, но она чуть уже, чем дредноут. То есть, вот у нас... Благодаря этому есть объем, и благодаря этому же мы можем по этому объему калашматить, и это все звучит жирненько. Но благодаря вот этой талии звук более сбалансированный и не такой басовый, как на дредноуте. Гриф тут традиционно, как у, наверное, всех фурхов, 45 мм, чуть пошире, для фингерстайла. Насчет датчиков. Да, здесь есть датчик, это LRBX, но это стандартный подпорожковый датчик. Он хороший, но он стандартный, без микрофона. Так что если вы хотите, чтобы на сцене была вся вот эта перкуссия, фингерстайл магия слышна, то нужен свой датчик, либо добавить сюда микрофон. Ну, как вы видите, вот я поставил, всякого там понапихал. Есть, кстати, прикольная фишка у этого датчика. Смотрите, я здесь нажимаю на кнопку, и вылезает крона. Это очень удобно, не надо никуда там залезать, где-то искать мешочек, расслаблять струны.
Вот крона. И, кстати, лайфхак. Это крона, это аккумулятор, который заряжается по USB. Очень прикольно. Не надо каждый раз с собой таскать запасные батарейки, думать, села нет. Зарядил, поставил. Она, кстати, легче, чем обычная крона, на удивление. И все. Экологичненько. Несмотря на то, что гитара у меня не так давно, одни плюсы. Из минусов, возможно, такой с натяжкой, то, что вот с этой стороны грифа нету точек. Здесь, конечно, они есть. С этой стороны нету. Вам, как исполнителю, может быть, это и без разницы. Но если вы даете уроки или записываете обучающие видео, то, может быть, не так это комфортно для наблюдателя сориентироваться на каком ладу. Ну, в общем, такой вот минус. Вот. Но на моем отдельно личном канале будет видео, где я расскажу про опыт пользования фурхом спустя какое-то время. Не сейчас, сейчас вот то, что вы видите, это все, что я могу сказать. Так что ссылочка, я уверен, будет где-то рядом, так же, как и кнопка подписаться. Перед тем, как мы попрощаемся, еще расскажу о одной фишке фурха. Тут стоит усиленный анкер, и этот анкер, он стабильнее держит гриф. Вот сейчас я заметил, когда питерская зима такая переменная, это почти как будто осень постоянно у тебя. Ничего с гитарой не происходит. Гриф не ведет, он не идет, ну, вот эти, знаете, проблемы с вертолетом и так далее. Нет, все, он стабильно, потому что анкер, он еще внутри карбоновой трубки. Короче, там своя технология, и это реально работает, реально влияет, все стабильненько, все ровно, очень приятно пользоваться. Не забывайте про ритуалы Ютуба, лайк, подписка, колокольчик, пишите в комментариях, может, вы уже общались с гитарами фурх или первый раз их видите. В любом случае, теперь они вот продаются у нас в России, чему я безумно рад. И увидимся на просторах интернета точно. Пока. Покажи пальцем на розетку. Угу, все.